Посмотрите на эту красоту, посмотрите на эти цвета. Гляньте, что творится. А запах-то какой. Ай, ребята, просто не передать. Посмотрите на этот натюрморт. И что вам первое приходит в голову? Конечно же, это шурпа. Приветствую, друзья, на канале. Сегодня в нашей выпуске будет замечательное узбекское блюдо шурпа. Шурпа — это и первое, и второе, все вместе взятое. Блюдо очень вкусное, мясное, бульон насыщенный такой. Ну что об этом рассказывать, начинаем смотреть. Смотрите, у меня два вида мяса, это бараньи ребра и вырезка говяжья. Далее овощи, это лук, чеснок, перцы набор, острый перец, кинза, зелень немного, петрушка, укроп, лук зеленый, морковь, перец чили, картофель. Также специи особо здесь не используются, но у меня здесь сушеные паприка, сушеные помидоры и немного кориандра и немного шафрана. Буквально чуть-чуть я добавлю этого тоже. Вот, в принципе, весь набор продуктов, которые я буду использовать в нашей шурпе. Что касается мяса, говядина у меня вырезка такая, я особо мельчить не буду, чтобы у меня в казан поместилось. Разрежу на два вот таких больших куска, а потом, когда сварится, уже буду. И что у меня есть ребра бараньи. Желательно, конечно, чтобы всегда использовалось мясо с костью, на кости какой-то, чтобы бульон был более наваристый. Что я сделаю? Я лишний жир бараньи, я его, наверное, срежу все-таки. Вот такие куски лишнего жира. Он незачем ему здесь быть, я так думаю. Буквально чуть-чуть вот так срежу. Я то же самое разрежу где-то на две части этот кусок, чтобы поместить в казан. А потом уже буду делить порционно мясо. Так, беру я казан. Казан у меня не очень большой. Складываю туда наши куски мяса. Вот так. И заливаю чистой холодной водой. Так, отправляю на огонь. Так, смотрите, что происходит. У меня мясо закипело, практически начинает закипать. Можно сразу пену эту убирать. Но я ее не убираю, буквально я сейчас 3-5 минут покипячу, буквально немного. Это все вылью и в чистой воде заново буду делать бульон. Так, я мясо обмыл, что я говорил, я его складываю обратно в казан. Если вы думаете, что бульон от этого потеряет свои целебные и вкусовые качества и свойства, вы глубоко ошибаетесь. Так что, кто против, конечно, этого, можете на первом бульоне готовить. И заливаю опять же чистой водой, холодной. Второй раз бульон у нас начинает потихоньку закипать. Как только он начинает закипать, мы уменьшаем огонь. Пена в любом случае появляется, но уже не в таком количестве, как первый раз вы видели. Вот эту пену я тоже убираю, чтобы бульон был чистый, прозрачный. Также я туда отправлю одну целую луковицу, разрезанную на 4 части, прямо в шелухе. На очень медленном огне томим мясо до полной готовности. А с кинзы вот эти корешочки мы отрежем вот так и отправим опять в наш казан, пусть они там набираются. Посмотрите, как томится очень медленно наш бульон. Он практически не кипит, а томится здесь. Вот так он должен вариться. Ни в коем случае не должно активно бурлить ничего. Сюда же мы отправляем наши корешки. Теперь я возьму немного шафрана, немного соли. Все это перемешаю, ступу перетру. И залью немного все это бульоном. Дам настояться. Помидоры я очищу от плодоножек и сделаю небольшой надрез. Вот таким образом, чтобы потом обдать кипятком. Я это уже неоднократно раз показывал. Делается для того, чтобы снять шкуру, кожуру с них. Буквально на пару минут и достаточно.
Нарежем перец. Перец я буду нарезать крупно довольно-таки. Вот такими большими кусочками. Морковь я также буду нарезать довольно-таки крупно. Я ее просто напополам и вот такими брусками. Кому не нравится крупно, можете поменьше. Ну, шурпа в узбекской кухне все режется крупно. Что касается лука, лука у нас тоже должно быть много. Одна луковица у нас уже варится. Мы ее потом просто уберем, а нарежем свежего. Лук будем полукольцами нарезать. Посмотрим, что у нас тут творится с бульоном. Смотрите, он томится. Мясо уже начинает отходить от кости. Видите, красота какая. Бульончик чистый. Вот это вот остатки кинзы мы убираем. Здесь оно нам уже не надо. Убираем этот лук целый. Он нам тоже здесь уже не нужен. Посмотрите, какой красивый бульон все-таки. Прозрачный. И наваристый он этого не меньше стал, что я сделал второй раз бульон. Теперь я достаю говядину. Вот она мягенькая, прокалывается отлично. Бульон у меня варился, наверное, часа 2,5-3. Вот, достаю баранину. Ну, где-то, наверное, куска на 3. Вот такой кусок я разделю. Вот, смотрите. И этот точно так же куска на 3 разделю. Вот, как раз по кусочку в тарелку. Теперь баранину смотрим. Тоже смотрите, как оно все отходит от кости замечательно. Я могу кость убрать, в принципе, но я оставлю с косточкой. Так тоже разрежу на небольшие кусочки. Ну все, мясо я разделил, я его, в принципе, отправляю назад, чтобы оно доходило. Но и так уже, правда, отлично, но будет еще мягче. Отправляю лучок. Пошел лук. Отправляем морковь. Вот так. Это уже пена овощная, уже не страшно. Да, также я отправляю наш запаренный шафран, процеженный. Он придаст яркость блюду. Отправляем помидоры. Теперь как раз самое время посолить. Посолим. Ну вот что я могу сказать. Хотел я специи добавить, но считаю, что, наверное, не надо это делать. Блюдо само по себе самодостаточное, вкусное. Никаких специй я сюда класть не буду. Отправлю болгарский перец. Смотрите, всех цветов, красота. Также отправлю одну перчину чили. Поверх всего укладываю картофель. Пусть варится. Разрезанный на две части, крупными кусками. Все, теперь, как картофель сварится, наша шурпа готова. Ну, конечно же, зелень. Как же без зелени? Нарубим зелень. Кинза. Это то, что надо к этому блюду. Можно петрушку, укроп, лук зеленый. Тоже годится. Так, ребята, шурпа наша уже практически готова. Картофель осталось буквально ему где-то минут 5. Может даже меньше. Он практически сварился.
Засыпаю зеленью, кинза, петрушка, лук зеленый, немного укропа. Ох, аромат какой стоит, прям невозможно. Накрою крышкой еще 5 минуток и все, готово. Эх, посмотрите на эту красоту, посмотрите на эти цвета. Просто не передать словами. Сейчас будем накладывать. Вот это вот, смотрите, тут мясо, овощи. Ух, красота. Надо найти картофель, конечно, здесь. Так. Вот оно, мясо, кусочек. Чтоб морковочка попалась. Вот. Баранины кусочек на кости. Вот так вот. Вот. Вот такое чудо получилось, посмотрите. Бульон прозрачный. Вид просто красивейший, а запах какой, просто нет слов. Все еще это мы сверху, конечно, еще свежей кинзы посыпем. Вот так вот. Лучка зеленого. Вот. Обильненько все. Эх, красота. Еще возьмем лепешечку такую. Вот. Для полного, так сказать. И будем снимать пробу. Пришло время снимать пробу шурпы, которую я приготовил. Вид, конечно, у нее просто бомбезный. Запах, ну, не передать словами. Это осталось только попробовать. Ай, горяченькая. Как бы удержать бы так еще. Сейчас попробую. Какой потрясный бульончик. Это просто божественно. Все прям попробую мясо, баранинку. Она ж просто тает во рту, ребята. Такая она нежная.